Друзья, всем привет, всем здрасте, всем и подписчикам, и просто зрителям, и тем, кому не нравится, ради бога. У нас свободная страна, не нравится, не смотрите, но я знаю, вы все равно будете смотреть. Так, вот мой домик красивый. Время идет. У нас уже лето заканчивается, вторая половина августа. Пока все зелено или зелено, как хотите. Что только не растет здесь. У меня, опять же. Да-да, у меня. Хвастаюсь. Цветочки. Кому нравится. Вот такой вот квадратик оставил. Рябина. 2 сорта. Красная и оранжевая. Облепиха. Вот это, честно, не знаю. Может, кто-то подскажет, что это такое. Что-то знакомое. Боюсь ошибиться. А то опять будут гневные комментарии, что я ничего не знаю. Ну, это ладно. Так, у нас небольшие изменения, к сожалению. Пару недель не выкладывал ролики. Были обстоятельства у нас, тут и гости приезжали. В общем, купили мы дом в деревне. Всем им нравится, все приезжают, отдыхают. Поэтому, честно, просто руки даже не доходили что-то отснять. А тут недавно и там что-то поработал, кое-что сделал, и повод появился. Так, это, видимо, черноплодка. Опять же, специалисты подскажут. Это калина. Много ягод. Там он малина, но она уже отошла. Это мы в начале лета уже ее всю скушали. Сладенькую малинку. Так, тут недавно покосил. Там он яблони у нас. Яблок в этом году очень много. Ну и что-то как-то и говорили, что в этом году будет много яблок. Ну так на самом деле оно и оказалось. Яблок много. У меня тут получается вот эта яблоня большая. Вот маленькая, вон видите, наверху яблочки. Вот здесь вот. Там возле бани у меня яблоня. Тоже большая.
Потом слева от бани еще одна яблоня. Но я, видимо, буду ее спиливать, потому что она вообще как не плодоносила. Но в этом году там были яблоки. Но, видимо, ее спиливать придется. И вот еще одна яблонька. Стоит тоже другой сорт. Так, ну и Изабелла. Да-да. Изабелла. Уж простите, назвал диким виноградом Изабеллу. Простите меня, пожалуйста. Я-то, в принципе, знал, что Изабелла, но назвал, что... Думал, что Изабелла это тоже дикий виноград, но оказывается не так. Конечно, много и виноградика в этом году тоже много. Так, здесь у нас уже цветочки тоже отошли, они такие все красивенькие были. Вот такие вот. Уже отцвели. Ну и изменения у нас, как я вам и в первом ролике говорил, что первым делом поменяю электричество до бани. Вот я подвесил провод. Все по технологии, как полагается. На трассу, в гофре. Сейчас пройдемте там, посмотрим. Ну, соответственно, там закрепил. На тауребы с колышами. К этому бруску закрепил. Ну и до бани это я все один делал. Конечно, одному не очень удобно. Ну, что делать? Мне никто не помогал. Главное желание. Можно все сделать при желании. При наличии времени. Ну и при определенных средствах. Так, светильничек, но я временно его так сделал. Почему время? Потому что я хочу вместе соединения клемм поставить клеммник. Вот, тоже черного цвета. В наличии здесь в округе только серые. Вот, я нашел черные маски. Вот съезжу в Москву, куплю там и другие еще светильники. Там внутри тоже поменяю, тоже покажу. Вот здесь тоже поставлю аккуратненько. Потом поставлю светильничек вот сюда вот. При входе, пока я здесь вот так соединил. Вот, здесь была лампочка. Я от нее запитался и провел до того светильника. Ну, здесь поставлю маленький светильничек на 10 ватт. Тот у меня стоит на 30. Вот, еще один на 30 поставлю вот здесь вот где-то. Здесь или здесь, ну, наверное, здесь все-таки, чтобы он место парковки освещал. Вот, это все будет с нажатием одной клавиши, то есть одну клавишу нажали, у вас 3 светильничка загорелись. Как бы внешнее освещение. Они светодиодные, яркие. Здесь-то вообще такая мертвая зона была. Здесь хотя бы вот так вот он освещает. В принципе, вот. До парников он бьет. Так, пойдемте дальше. Это я специально оставил, чтобы, кто не смотрел первый мой ролик, продемонстрировать, как это все было до бани. Вот эти старые сопли. Вот, ну и как сейчас это все стало. Трос вроде бы не тяжелый, он там М5 идет, но натягивать его достаточно сложно. Одному тем более. Здесь длина у меня 40 метров получилась. Я прям с таким с усилием пришлось натягивать. Но натянул, опять же, главное желание. Так, вот это все тоже у нас старое. Вот эти крепления деревянные, как и здесь. Вот оно лежит, это я просто убрал. Оно было здесь посередине. Ну, соответственно, идешь в баню и прям лбом упираешься в эту стойку. Так, это я ее убрал, деревяшку. Осталась эта металлическая часть. Но там она, видимо, с пяткой, потому что она так-то ходит, но ее не поднять. Но это надо ее выкопать. Проблем не будет. Здесь у меня такой небольшой бардак творческий.
Соответственно, у нас питание заходит в баню. Там тоже клемная коробка. От нее идет на колодец. Раньше тоже все было на соплях, такие же провода были. Вот это я пока тоже временно сделал. Здесь хочу тоже маленький тросик натянуть. Опять же, в целях безопасности, чтобы если чем-то задеть там или ударить, чтобы провод у нас не оборвался. Там это яблоки у меня падают. Вот. Ну и, соответственно, здесь когда крюком сюда врежешься и подцепишь гофру, она как раз нагрузка с этой клипсы уйдет. И будет хорошо. Так, ну это тоже, опять же, здесь временно так. Здесь, видите, как все было. Вроде бы так примитивно, просто, но, в принципе, практично. То есть вода не попадала. Но это, опять же, в плане безопасности, не знаю, насколько это безопасно. Я здесь планирую сделать розетку с выключателем. То есть насос подключаем в розетку. Вот, а выключатель мы просто будем включать и выключать насос, чтобы постоянно не выдергивать вилку. Вот. Так что вот так. Ну и вот здесь вот хотел сделать и сделал. У меня еще один светильник есть на 30 ватт. Вот здесь вот такой светильничек, как мы там на пристройке на летней видели. Вот я его здесь прикреплю, и он будет освещать вот эту часть. Вот там у нас, когда приезжали гости, там жарили шашлыки. Соответственно, освещение такое будет. Потому что если сделать светильник с направлением вот сюда вот, на тропинку, то когда идешь по тропинке, светильник будет бить в глаза. Ну, не очень комфортно, если это диод, он белый, белого цвета, и он так неприятно бьет в глаза. Вот, поэтому решил все-таки вот эту зону осветить, ну, чтобы она такая не темная, не мертвая была. Тем более, вот я вам про эту яблоню говорил, что буду ее спиливать. Вот, в принципе, здесь такой гладенький газон будет. Так, еще планы такие, но это уже на следующий год, потому что в этом году все-таки затрат было много. Там, в бытовом плане там и холодильник, и техника, и телевизор, и диваны. У нас только одни диваны. Сейчас, одну минуточку. Одни диваны, только 2 штуки. Больше 70 тысяч получились. Вот. Я вот это вот участок, вот он второй участок, это тоже мой участок. Вот там калиточка. Вот. Я его планирую на следующий год весь перекопать, рекультивировать. Наверное, так можно выразиться. В общем, сделать здесь газон. Газончик. Вот этот забор я весь уберу. И, в принципе, вот как раз за баней вот эта такая часть будет. Газон. Ровный-ровный. Вот, культиватор есть у кого взять, мощный. На бензиновом двигателе, на хондовском. Так, я вам что хочу показать, мои дорогие друзья. В первом ролике я вам показывал, докуда идет земля. Но когда вот сюда приходишь и вот отсюда смотришь на тот колышек, про который я вам говорил, сейчас попробую увеличить аккуратненько, чтобы у вас голова не закружилась. Вот его видно, зеленый колышек. Вот сейчас попробую показать, где мой палец. Да, вот он, зеленый колышек прям посередине. Вот это все мой участок, моя земля. Вот оттуда вот. Все вместе 40 соток, как я говорил. Вот пока сюда не придешь и не увидишь, докуда это, то есть объемов, габаритов не понимаешь. Так что с этим участком в следующем году придется повозиться. Но это опять же опыт. Но главное желание, опять же. Повторюсь, главное желание. Если захотеть. Вот, а я хочу газон.
такой ровненький газончик, красивенький, коротенький. Буду его подстригать, холить, лелеять, все сорняки выкапывать. Так что посмотрим. Надеюсь, что получится. Надеюсь, в следующем году... Сейчас опять минуточку. В следующем году таких проблем с подорожанием, как в этом году. Потому что в этом году стройматериалы и планы все обломали в 3-4 раза. Просто подорожали на ровном месте. Вот просто. Планируешь, а вот так у тебя раз все. Надо денег в 3 раза больше выложить. Так, касаемо бани. Тут у нас такой произошел, ну, не инцидент, а, в общем, тоже опыт. Так, сейчас заходим. Уже ветерочек осенний чувствуется. Вроде бы тепло, солнышко, а ветра прям такие осенние. Так, я переобулся. Так, в баньку заходим. Все-таки как же классно в парилке пахнет. Какое же удовольствие. В общем, как-то я затопил печку, и у меня вот отсюда вот повалил дым. То есть я зашел, прям запах такой гари, прям гарь аж. Ну, здесь прям в бане стоял гарь. Вот, я посмотрел, что с парилки. Вот. Я-то подумал, что где-то здесь в стыке либо трещина, ну, то есть с чего, вроде все нормально было. Тут в один прекрасный момент просто не стало ничего, прям черный дым отсюда. Вот, я поставил вот этот зажим. Вот. И когда уже я поставил зажим, потому что я там плотно, я каменной ваты там еще уплотнил, так на всякий случай. Вот. Пока поставил я зажим, тогда уже дым повалил в обратку. Вот через этот продух. Вот, тогда уже было понятно, что, видимо, что-то с трубой. Ну, то есть просто труба забилась, сажа. Но когда мы покупали и когда мы смотрели баню, я вот на это колено обратил сразу внимание, потому что вот это колено проблемное. То есть вся сажа, она оседает здесь. Вот, то есть если здесь по прямой сажа, она там время от времени, ну если там пользоваться всякими специальными там полежками, которые эту сажу убирают, вот, она осыпается вот в эту часть, и можно и раз ее стряхнуть, выкинуть. Вот, то здесь уже ты ничего не сделаешь, только чистить. Опять же, как чистить, здесь угол 90 градусов, да, то есть прямой ничего сюда не залезет. Продаются специальные пластиковые такие эти, ну, ёршик металлический, ну, с пластиковой основой, который гнется. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую. Ну, я, соответственно, такую купил, да, то есть ёршик, значит, волокна полипропилен, сам металлический, вот это все накручивается. Вот это пластиковое, но под таким углом туда не залазит. Вот, пришлось как-то выкручиваться. И вот изготовил вот такую вот штучку. Это проволока толстая, она гнется. То есть как раз под 90 градусов я ее согнул. Ну и на конце вот такие вот самопальные ёршики из пластиковой канистры, тоже полипропилен. Ну, я там между собой скрепил, ну, на самой проволоке закрепил. Как раз у меня по длине колена. Сейчас, ну, обратно уже не буду заходить, показывать. Вот. Я там раза 3 так прошелся, оттуда выгреб всю эту сажу, ну и сразу сверху. Конечно, тяга после этого стала там, ну, бешеная просто уже. Вот. Я очень обрадовался, что я докумекал и победил. Вот. Вот это вот яблонь, про которую я говорю, большая. Вон там яблочки красненькие. Вот это я спиливать, опять же, повторюсь. Ну и вот еще одна моя яблонька. Здесь уже другой сорт. Кому интересно. А я думаю, найдутся такие зрители, кому интересно. Он прям видно, что другой. Они не краснеют, но они такие маленькие, но сладенькие. Вот. Я уже даже не знаю, что с этими яблоками делать. Может, какую-то сушилку купить, что ли. На зиму засушить, там нарезать этими слайсами, или как их режут там.
такие сухофруктики сделать. Вот. Вот здесь у нас барбекю-зона такая была. Ага. Лавочки сюда поставили. Мангал. Ну, тут часть яблок. Тут много попадало, я их пособирал уже, чтобы не гнили. Ну, такие небольшие изменения, потихонечку. Как говорится, курочка по зернышку клюет. Вот потихонечку, учитывая все эти подорожания, будем делать то, что нравится. Под себя, для себя. Вот, беседка, не знаю, оставлять нет, потому что у меня жена говорит, давай снесем ее нафиг. Я не знаю, зачем ее сносить. Там у нас мангал временно, чтобы не под дождем стоял. Двор точно будем сносить, но уже не в этом году, это понятно. Потому что там, друзья, там дров это просто. Да, еще смотрите, опять же анонс такой. Значит, я здесь буду осенью, зимой. Так что у нас видео, отчеты, репортажи, все это у нас продолжается. Буду показывать, как я здесь живу. Вот, зимой здесь очень красиво, так что советую, подписывайтесь, будете смотреть, вместе со мной сопереживать, переживать, зимовать. Вот. Зимой очень красиво, прям как в сказке. Да, по поводу зимы. Значит, зимы я не боюсь в плане холодов, даже если она будет самой холодной. Почему? Потому что у меня полный двор дров. Дров здесь, я думаю, лет на 5 точно хватит. Это минимум, потому что он забит весь дровами, и они все сухие, то есть сколько лет они тут сушились, я не знаю, но они сухие. Это точно сухие дрова. Чем ценятся? Тем, что они очень долго горят и хорошо горят. Вот эта вся часть с внутренней стороны забита дровами до самого верха. Там, ну, видимо, там, ну, просто отдельное помещение, тоже все в дровах. Вот. Ну, то есть, ну, наверное, деревенские жители все такие были запасливые. Вот, а здесь вот, как я вам говорил, предыдущий хозяин, у него бабушка с дедушкой здесь всю жизнь прожили в этом доме. Вот, и тут их вся деревня знает, что у них огород очень такой замечательный был. Вот это вот, я вам про эту часть говорил, что она вся забита дровами. Вот. И еще, значит, здесь доверху все, весь белый кирпич новый сложен. И вот этот сарай, вот эта большая часть, тоже вся забита дровами. Так что здесь, какие бы морозы ни были, топить и топить. Я даже думаю, что, может быть, и к лучшему, что здесь все эти дрова нужно. Ну и всех не сожгешь за одну зиму, это точно. Просто если сносить двор, разбирать его, там это дрова, эти просто замучить их вытаскивать. Так что зимы я не боюсь. Будем топить, готовить. Ну, посмотрим, что еще зимой, какие будут развлечения тут. В кавычках. Так, друзья, на этом, в принципе, все. Кому нравилось, понравился мой видеоотчет, ставьте лайки. Кому все равно, тоже ставьте лайки. Потому что нам же все равно, а мне приятно будет. Хоть кому-то сделайте приятно. Вот. До новых встреч. Пока.